Всем привет! Казалось, недавно я делал видео о многих проблемах нашей любимой игры War Thunder. Прошло немного времени, и вот компания Gaijin, они же улитки, снова дают нам очень плодотворную почву для рассуждения о том, что же в игре и в частности в экономике не так. Как, наверное, уже всем известно, игра War Thunder подверглась ревью-бомбингу на площадке Steam. Конца отрицательным оценкам не видно, и начиная с 17 мая их количество в день только растет. Что же послужило катализатором к прорыву плотины негатива? Новые изменения в экономике. Начнем с того, что еще ни одно плановое изменение экономики в War Thunder не было положительным для игрока. Вкратце, кроме обычных, неоднозначных и часто неоправданных изменений, гении расчетов насчитали еще и изменения в множителях наград премиум техники. Конечно же, в негативную сторону, что еще сильнее задело комьюнити и началось страшное для улиток. Ревью-бомбинг настолько задел завышенное самомнение и репутацию маленькой инди-студии Gaijin, что разрабы, роняя кал, оперативно откатили изменения экономики и от лица Кирилла Юдинцева, одного из братьев-руководителей Gaijin Entertainment, который занимает пост креативного директора в компании, опубликовали на сайте статью под названием «Про прогрессию и экономику фри-то-плей игр и War Thunder в частности». Данное сообщение народу не выдерживает никакой критики, и с помощью его разбора я как дам дополнительную пищу для размышления вам, так и задам логичные вопросы разработчику. А так как я играю не первый, не третий и даже не шестой год в эту замечательную игру и люблю ее всем сердцем и не скрываю этого, вопросов накопилось много. А вас я попрошу оставлять комментарии и обязательно оценивать видео. Сейчас разобью на сегменты статью и в итоге зачитаю ее целиком, чтобы ничего не вырвать из контекста, параллельно отвечая на каждый сегмент. Прогрессия игрока необходима. Невозможно игроку дать сразу все. Это переполнит его, сделает игру для него очень сложной. В результате он просто покинет ее или сразу, или практически сразу. Это проверено много раз. В нашей игре более поздняя техника почти всегда сложнее в освоении и игре, как тактически, так и просто в управлении и возможностях. Прогрессия дает возможности для постепенного обучения и вовлечения игроков. Без нее игра будет терять игроков прямо с самого начала. Конечно, прогрессия необходима, но чем была плоха изначальная версия прогрессии? Ведь с годами она стала только медленнее, а количество техники, которую нужно изучить, стало только больше. В вашей игре как раз таки более поздняя техника почти всегда проще в освоении, особенно это касается основного на сегодня режима – танкового. Эта техника быстрее и динамичнее, она быстрее наводится, быстрее ездит, имеет развитую и отчасти автоматизированную систему управления огнем, быстрее заряжается. Снаряды, которые использует эта техника, быстрее летят. Поздняя техника в большинстве своем имеет одинаковые уязвимые зоны и приближенные друг к другу характеристики. А ярким примером так называемого сложного геймплея послужат зенитки. На чем вам сложнее сбить самолет? На Зу-37 или на Датсе или Панцире? Всего этого нет на ранних стадиях игры, ведь там геймплейная техника намного медленнее. Применять ее сложнее, а разнообразие ее почти во всех аспектах многократно превосходит топы. И многие детали надо держать в голове. Почти то же самое можно сказать и о самолетах. Да, на поздних самолетах есть сложности в управлении системами, так как механики, например, РЛС, просто-напросто сырые, а вас никто и ничему не обучает внутри игры. Плюсом ко всему, клавиатура повсеместно загружена биндами на управление всем подряд. Однако я не замечаю усложнения геймплея в любом случае, потому что его нет. Вы говорите о постепенной прогрессии и о вовлечении игроков, а сами продаете премиум технику сразу с высоких рангов, опять же, без обучения игры на ней, чем пользуются очень многие игроки. А многие топовые и предтоповые премии, которые расходятся по рукам чудовищными тиражами, повторяют геймплей линейной топовой техники, потому что еще и очень часто сами являются ее клонами. Получается, прогрессия в игре должна быть отрицательной? Переходим к следующим абзацам. Помимо этого, прогрессия служит одной из основ того, как игра зарабатывает деньги. В основном пользователи платят за ускорение прогрессии. Принципиальное отличие платных игр от Fairplay игр, что за бесплатные игры платить не обязательно, и большинство игроков на самом деле и не платят. Большинство игроков, примерно 80%, ни разу не платили в War Thunder ни цента, играя месяцами и годами. Многие из тех игроков, которые платили за что-то в игре, платят тоже не каждый месяц, и иногда не каждый год. Тем не менее, все обслуживание игры, вся ее разработка, сервера, поддержка обеспечиваются теми игроками,
кто платит. Я не отрицаю факт того, что мы должны зарабатывать деньги за свой труд, каким бы он ни был, он должен оплачиваться, добровольно или сдельно, без разницы. Деньги — это жизнь, а жизнь — это время, которое мы обмениваем на обеспечение и повышение комфорта жизни в любой сфере, в том числе и в игре. И здесь Юдинцев приводит голые цифры, на которые никак нельзя опереться. На сайте написано, судя по всему, за все время зарегистрировано чуть больше 50 миллионов аккаунтов. Почему не игроков? Потому что один человек может зарегистрировать хоть 5000 аккаунтов, которые мертвым грузом войдут в статистику и будут зачтены как аккаунты, которые никогда не донатили. В то же время с 5001 аккаунта владелец этого аккаунта уже задонатит и будет регулярно играть. Эти 80% как ни разу не платили, так может ни разу не проявляли активность в игре. А насколько активны оставшиеся 20%, с какой регулярностью и сколько они вкладывают денег в игру? Где расширенная и подкрепленная пруфами статистика, которая хотя бы показывала средний донат на одну душу в игре? Я с таким же успехом могу сказать, что это я лично создал 50 миллионов аккаунтов и донатил с 10 миллионов из них. А теперь докажите, что это не так. Да, все обслуживание игры производится за наш счет, в том числе и за мой, и поэтому будьте добры, слушайте и хотя бы нормально относитесь к мнению тех, благодаря кому вы получаете зарплату. В бесплатной игре игроки платят только если игра их действительно развлекает. Игрок уже играет, уже получает удовольствие, и платит он, если хочет поддержать игру или попробовать что-то новое, что при этом не является обязательным для получения удовольствия от игры, иначе он просто бросит играть, а вовсе не будет платить. Начнем с того, что в War Thunder игроки платят точно не от получения удовольствия, потому что развлечения в игре заканчиваются уже на 4-м ранге, до которого можно дойти довольно быстро. Далее наблюдается резкое снижение доходности. У кого-то проблемы с исследованием техники и с покупкой новой, у кого-то по отдельности. Игроки платят не от получения удовольствия, а чтобы не так сильно страдать от текущей экономики. Я сам приводил и привожу людей в этот проект, и после пары недель прокачка им надоедала, и они играли только из-за надежды на то, что на новой технике их страдания точно прекратятся. Пробовать что-то новое и донатить их заставляет как раз порочный круг из однообразного геймплея, удовольствие от которого быстро проходит на прокачке от техники одной нации, а их в игре 10. Отсюда следует неочевидный вывод. Чем меньше обязательно в игре платить, чтобы играть, тем больше разных по ценам платных опций в ней должно быть, чтобы те, у кого позволяют средства, могли потратить больше, а те, у кого нет возможности или желания, могли играть бесплатно, получая удовольствие. Тут полностью согласен. Я бы даже сказал, вообще не обязательно ни за что платить. Вопрос в том, как быстро вам надоест такая игра. В фри-то-плей играх существует много вариантов прогрессии и экономики. Не все они годятся для нашей игры, потому что War Thunder посвящена реальной боевой технике, которая не является одинаковой, отличаясь по мощности и возможностям. В War Thunder уникальная система прогрессии и экономики, а характеристики и эффективность техники, как показывает практика, как раз таки внутри игры можно менять путем изменения параметров, которые иногда берут из воздуха или просто ограничениями реальных возможностей техники. Также можно приписать и те возможности, которых нет и никогда не было. Далее идет обобщение принципов экономики и прогрессии. Техника должна открываться постепенно, от простой и более старой к более сложной и поздней. Да, должна, но в War Thunder это не соблюдается. Старая техника часто встречается с намного более новой, даже в рамках одного боевого рейтинга, а чем она новее и совершеннее, тем легче играть. Общее время получения первой топовой техники должно составлять определенное количество игровых часов. Как может быть определено количество игровых часов для топов разных наций, если в ветке исследования количество техники может отличаться в 1,5 раза, как и ее эффективность? Игрок должен в начале игрового пути, пока осваивает игру, получать игровую технику довольно часто. Согласен, он также должен своевременно переходить к более совершенной технике, а не когда ему уже надоест. Игра должна зарабатывать деньги. В противном случае она закроется, и зарабатывать она должна без paywall, чтобы можно было играть бесконечно, не платя ничего, чтобы не было обмана, что игра бесплатная, когда на самом деле нет. Доход должен обеспечивать всем возможность играть в мультиплеерную игру с таким количеством режимов и возможностей. Повторюсь,
Все должны зарабатывать деньги, иначе мы умрем, это очевидно. А играть можно бесконечно и в бесконечную игру, как в War Thunder. Я не знаю ни одного человека, который прокачал бы всю технику с донатом или без. Назвать игру без Paywall можно любую фри-то-плей игру. Вопрос опять же в желании играть, ведь оно пропадает пропорционально продвижению к топовой технике. Не стоит сомневаться в баснословности доходов компании Gaijin, которая зарабатывает с множества игр на множестве платформ. В описании к видео приведены разные ссылки, отражающие как примерные доходы по данным из открытых источников, так и некоторые методы ухода от налогов, которыми пользуются все крупные компании. К тому же, то состояние игры, которое я вижу сейчас, пропорционально отличается от того состояния, которое я видел 5 и более лет назад, когда доходы и онлайн был многократно меньше. Механики все более сырые, появляется все больше неиграбельной техники, как из-за этих механик, так и потому, что существующая система боевых рейтингов просто не соответствует требованиям по балансировке техники внутри игры, а выдает боевые рейтинги совершенно некомпетентный человек, который ничего не понимает в игре. Сервера давно не справляются со своими задачами, техническая часть никак не развивается, а наоборот становится хуже с каждым патчем. А доходы компании из раза в раза только растут. Считать чужие деньги, конечно, неправильно, но исходя из слов Кирилла Юдинцева, все на наших деньгах только и держится. Прогрессия и экономика должна по мере возможности обеспечивать разнообразие встречаемой техники в бою. Иначе это делает основной игровой процесс скучным. То есть не должно быть слишком фармящей техники, и тем более, если она статистически сильнее в боях. Иначе в боях будет встречаться одна и та же техника. Вот этот тезис просто смешон. Я вижу в игре очень много людей с разной премиум техникой, которая в свою очередь почти всегда полностью повторяет линейную технику. А эта линейная техника в свою очередь может повторяться во множестве веток исследования других наций. Бои на данный момент, особенно на высоких рангах, собираются почти всегда из полных команд премиум техники, которая в свою очередь является клоном линейной. О каком разнообразии вы говорите? Премиум техника как раз и создана, чтобы фармить. Да и покупателей техники не интересует ее статистика, их интересует облегчение жизни внутри игры и ускоренный фарм. В игре с таким количеством техники и режимов настраивать руками внутриигровую экономику просто невозможно. Важно, чтобы она подчинялась определенным правилам, а внесенные вручную изменения в них привели бы к перекосу техники по эффективности, делая некоторые машины плохими, а другие намного лучше средних, и таким образом влияя на их распространенность в боях. Во-первых, это возможно. Ничего не мешает вам в нужный момент повысить или понизить эффективность фарма той или иной техники, исходя из ее текущей эффективности. Поскольку иногда компетентным игрокам совершенно ясно, что будет эффективно, а что нет. Да и не обязательно настаивать статистику по полгода и больше, чтобы что-то понять. А во-вторых, ничего не мешает вам скрытно менять некоторые параметры техники разными путями из-за необходимости. Здесь почему-то отчета по годовой статистике ждать не надо. Яркий пример – живучесть советских топовых танков, которая не так давно резко стала как по волшебству в разы лучше, а потом снова понизилась. Также ничего не мешает вам наделять технику свойствами, отличными от тех, что есть в карточке или вовсе скрытыми. И не создателям игры говорить о распространенности техники в игре, где постоянно набираются бои одинаковой донатной техники против одинаковой донатной техники. И каким же правилам подчинялся режим симуляторных боев, если спустя многие годы он стал не прибыльным, а наоборот убыточным, и для того, чтобы выйти там хотя бы в ноль, нужно показывать стабильно результат выше среднего. Исходя из тезисов, которые, как мы выяснили, не работают, появляются такие изменения, которые крайне негативно влияют как на аудиторию, так и на игру. Примерно раз в год мы пересматриваем экономику глобально по мере добавления в текущие ветки новой техники. В остальное время это выправление экономики с учетом накопившейся статистики. Текущая система прогрессии и экономики не единственная возможная для принципов игры. Есть еще, к примеру, варианты, основанные на случайности или на обмене виртуальными объектами между игроками. Однако, не учитывая даже ограничения на разных платформах, связанные с такими вариантами, любые столь существенные изменения наше игровое сообщество вряд ли переживет. В конце концов, оно формировалось из людей, которые принимают текущую экономику и прогрессию в основных принципах, а скорее, она им даже нравится. Так что выходит, что основной ключевой параметр, который
который мы можем поменять без существенного вреда для игры и игроков, это пересмотр общего времени достижения топа и поучения всей линейки, с небольшой перестройкой других параметров, вроде скорости исследования, баланса между стоимостью починки и заработком и тому подобное. Подобные пересмотры мы делали уже трижды, и по всей видимости пришло время для следующего. Эта работа занимает многие недели, поэтому планируемые изменения мы покажем не ранее второй половины лета. Мы без сомнений открыты и для других предложений, да и у нас самих их немало, но мы сомневаемся, что полное преобразование прогрессии в нечто совершенно новое будет принято большинством игроков. Как бы нам не хотелось сделать новое самим, мы все равно будем пытаться придумывать что-то новое в прогрессии и обязательно рассмотрим ваши предложения. Это хорошо, что вы показываете хотя бы видимость работы хотя бы раз в год. Если вы считаете, что игровое сообщество не переживет глобальных изменений, когда и игра, и сообщество так остро нуждаются в них, то ваша задача подготовить сообщество к этому любыми способами, а не просто говорить, что оно не готово к этому. Может, оно и формировалось из людей, которые приняли данную версию экономики, но я точно не знаю ни одного игрока, которому эта экономика нравится. Пересмотр общего времени достижения топа всегда менялось только в сторону увеличения этого времени все 3 раза, когда вы это делали, и пришло время не только для следующего пересмотра. Пришло время прислушаться к вашему комьюнити, которое в этот раз глобально сплотилось не только против изменений, а за то, чтобы облегчить жизнь в игре после ваших же неверных решений. Никто не видит вашу открытость, потому что ее надо демонстрировать, а не доводить игроков до ревью-бомбинга, чтобы вы хотя бы таким образом открылись нам. Если вы сомневаетесь, что игроки не примут глобальные изменения, просто предложите нам проекты этих изменений и дайте возможность нормальной обратной связи. Не ставьте нас перед фактом того, что вы вновь испортили экономику и введете ее. Мы можем работать сообща, а те, кто искренне любит нашу игру, помогут в этом. Не сомневайтесь в своем комьюнити. Далее следует отдельный комментарий о ревью-бомбинге. Как многие наши игроки знают, мы неоднократно отменяли и планируемые, и уже выпущенные масштабные и маленькие изменения, в том числе в экономике и прогрессии. Как по темам на Reddit, где общается в основном западное англоязычное комьюнити, так и по темам на форумах и комментариях к статьям на сайте. Мы дорожим нашими игроками и нашей игрой, а не нашими обновлениями и изменениями. Если мы понимаем, что большинство сообщества не хочет какого-то обновления, мы это немедленно отменяем или не вводим. Даже если какая-то часть поддерживает, а какая-то против, мы предпочитаем консервативно принцип «не навреди». Да, вы отменяли введение разных изменений, которые создавали негатив, но сколько раз вы не меняли и не откатывали ничего, и тем самым игнорировали ваших дорогих игроков и оставляли все как есть. Определенно больше раз, чем этим дорогим игрокам хотелось бы. Конечно, ревью на Steam это тоже площадка для выражения мнений, однако большинство новых игроков просто смотрит на оценку, а вовсе не читает тексты отзывов и не вникает в то, по какому поводу они были оставлены. Так что ревью-бомбинг наносит большой ущерб игре тем, что новые игроки просто не будут играть в нее, при этом не повышает их осведомленность о замеченных вами проблемах. Если ваша цель не навредить игре, пожалуйста, используйте другие способы, менее деструктивные. Например, оставляйте отзывы на нашем форуме, а пожелания конкретно об экономике мы ждем в форме обратной связи. Ревью-бомбинг не может снизить или вовсе отменить внутриигровые цены. Если проект обанкротится, не выиграют ни игроки, ни разработчики. Радикальные, революционные изменения в существующих много лет играх всегда очень сложно делать. Ведь они почти наверняка будут во вред существенной части игроков. А мы стараемся исходить из принципа «не навреди» и меняем игру осторожно. При этом, если какая-то тема находит большую поддержку от сообщества, мы делаем все возможное, чтобы поддержать игроков, и планируем в будущем еще тщательнее следить за фидбэком и учитывать его в планах по развитию игры. Занижение именно в Steam было выбрано как раз именно потому, что на форуме сидят, извините за выражение, некомпетентные овощи, которые любую активность либо игнорируют, либо удаляют, используя ответы по скрипту. И неважно, какой характер носит обращение, именно поэтому с форума люди и пришли в Steam, где власти у Гайджин никакой нет. Единственное, что вы можете, это попытаться оправдаться этой статьей, которая не выдерживает никакой критики.
Все, что вы могли сделать, это убрать упоминание площадки на сайте. Прямо сейчас, когда я пишу этот сценарий, ваши модераторы сидят и удаляют на форуме, куда вы просите переходить для обсуждения, любые упоминания ревью-бомбинга. Да вы в конце концов даже не извинились перед своими дорогими игроками, что ввели изменения, которые набирают столько негативных отзывов повсеместно. Это произошло не только из-за изменений в экономике. Это снежный ком, который копился много лет. Это ответ на ужасное техническое состояние игры. Это ответ на оправдание и полное игнорирование разумных требований. Это ответ на весь негатив, который вы посеяли в комьюнити, тем ужасом, который происходит в игре. Это то, что должно было рано или поздно случиться, и случилось. Теперь, когда международное комьюнити сплотилось, оно будет использовать любой, даже самый маленький шанс ради того, чтобы хоть что-то изменить к лучшему, потому что так больше продолжаться не может. А если продолжится, негативное пятно на репутации компании будет сиять своим коричневым цветом еще долго, потому что интернет помнит все. Никто не просит отменять внутриигровые цены ни на что, кроме ремонта, потому что существует много других параметров доходности и штрафов за неэффективную игру. Просит также просто слушать тех, благодаря кому игра живет, а чистая прибыль маленькой инди-студии Gaijin растет, и только по информации из открытых источников составляет многие десятки миллионов долларов, которых почему-то не хватает на хотя бы нормальное поддержание серверов игры. Ситуация просто комичная. Все, что сделали разработчики на текущий момент, просто убрали с официального сайта упоминание о том, что игра распространяется на платформе Steam. Хотя именно там и можно действительно узнать, почему же игроки недовольны. Именно там и можно увидеть действительно активных игроков, которые на самом деле играют, и им не безразлична судьба игры. Они не поленились и поставили оценку и комментарий в отзыве. Там форумные модераторы их не сотрут. На текущий момент там уже более 70 тысяч отрицательных отзывов, которые набрали за 5 дней. А средний пиковый онлайн в Steam 70-80 тысяч игроков. Внутри игры счетчик поднимается до 200, но откуда нам знать, кто из всех этих цифр реальные игроки, твинк-аккаунты и так далее. Среди международного комьюнити есть форс того, что начиная с 26 мая на протяжении 2 недель следует бойкотировать игру. Поступайте как хотите. Я считаю своим долгом хоть как-то осветить среди СНГ комьюнити данную проблему, потому что СНГ-блогеры, кроме разве что офицера, не торопятся вообще ничего делать. Люди устали быть простыми дойными коровами, устали от абсолютной забагованности и несовершенства механик, устали от постоянного закручивания гаек, устали от плачевного состояния игры, устали от игнорирования проблем, устали от закапывания некоторых режимов. Этот список можно продолжать долго, но вы и так все знаете и все понимаете. Я желаю каждому добра, позитива, здоровья, и чтобы никакие внешние изменения чего-либо не касались вашего благополучия, и оно только росло и приумножалось. У меня все.